После поездки в Атлантик-Сити мы отправились в Филадельфию. Здесь все еще штат Нью-Джерси. Мы можем видеть памятник Арнольду Реймонду, но если присмотреться, здесь совершенно другое имя. Он взял его в честь своего кумира, другого боксера, Джо Алкота. И, собственно, под этим именем он был знаменит во всем мире. Также добавил место своего происхождения, Джерси, чтобы всем было понятно, откуда он родом. Отсюда можно видеть высотки Филадельфии, которые находятся уже на соседнем берегу, в штате Пенсильвания. Мы спустились поближе к реке Делавэр. Она разделяет два штата. Как я уже говорил ранее, мы находимся на стороне штата Нью-Джерси. Напротив нас Линкор, Нью-Джерси, речь о котором пойдет немножко позже. А напротив нас находится Филадельфия, штат Пенсильвания. Также река проходит через штат Нью-Йорк и через штат Делавэр. Впадает в залив Делавэр, который соединяется с Атлантическим океаном. И тут возникает вопрос. Почему река Делавэр? Почему штат Делавэр? Почему залив Делавэр? И тут нам придется немножко окунуться в историю. Река Делавэр получила свое имя в честь английского аристократа Томаса Уэста, который был более известен как барон де ла Уор. Он был губернатором английской колонии Вирджиния в начале 17 века, около 1610 года. На самом деле, если немножко отступить от темы, то Вирджиния имеет также интересное происхождение. С английского Вирджиния значит «девственная», в честь королевы-девственницы Елизаветы I, которая никогда не выходила замуж. Длина реки около 580 километров, и уникальность ее в том, что ей не владеет ни один штат полностью. Я не знал, что он в Принстоне жил, в Нью-Джерси. Прикольно. Действительно, как я заметил на одном из плакатов Аллеи Славы Нью-Джерси, Эйнштейн здесь жил, боролся здесь с нацизмом во время Второй мировой войны, очень любил Германию и был сильно к ней привязан. А в будущем он был ярым противником применения атомной бомбы против Японии. Помимо замечательных гусят, мы видим Томаса Эдисона, который всем известен как изобретатель лампы накаливания. Вот мы подходим ближе к линкору Нью-Джерси. Это линкор класса Айова, который так остался самым совершенным, так как класс Монтана был отменен. Всего было построено 4 корабля данного класса и 6 запланированных, и все они являются музеями на данный момент. Здесь мы можем видеть одну из 3 башен данного линкора. Каждая башня имеет по 3 орудия, то есть всего 9 стволов. Калибр 16 дюймов, это около 406 мм. Здесь же мы видим бортовой зенитный автомат Марк 38 с автоматической пушкой М242 Bushmaster, калибр 25 мм, боезапас около 168 выстрелов, дальность стрельбы до 3 км. Основные цели — малые суда и вертолеты. На самом деле данный линкор получил несколько модернизаций после Второй мировой войны. Первая при рекультивации для Вьетнама в 1967-1968 и следующая наиболее интересная в 1980 году. Были установлены 4 установки для ракет «Гарпун» и 8 установок для ракет «Томахоук». Кроме того, корабль получил беспилотные летательные аппараты, которые использовались для корректировки огня вместо традиционных вертолетов. Также в ходе данной модернизации были идеи удалить одну из 3 башен и освободить объем под вертикальные пусковые установки или для авиации, но эти планы не были реализованы, башня осталась. Спущен корабль на воду в 1942 году, списан окончательно в 1991. Длина 270 метров. Здесь мы видим десантника из «Звездных войн», который пытается спуститься вниз. На самом деле было непонятно, к чему все это, но загадка была разгадана спустя время, потому что данное видео было записано 4 мая, то есть «May the Force be with you», «Да пребудет с тобой сила». Собственно, здесь мы видим 2 башни, одна за другой. Здесь мы опять видим десантника и заходим внутрь. Данный линкор принимал неоднократное участие в боевых действиях. Началось все со Второй мировой войны. С 1943 по 1945 участвовал на Тихоокеанском театре. Всего за войну было выпущено 6000 снарядов из тех пушек, что стоят на 3 башнях по 3. Дальше была Корейская война. С
1950 по 1953 было выпущено 5800 снарядов, и 5700 снарядов было выпущено в период Вьетнамской войны с 68 по 69. Алло, алло, вас не слышно, говорите погромче, пожалуйста. Последняя боевая кампания была в Ливане с 1983 по 1984 год. На самом деле, к тому моменту он был уже оборудован гарпунами и томахоками, но применены они не были. Здесь мы видим, что также уделялось время досугу экипажа, аудиомагнитофон, телевизор, все, что нужно, все есть. После операции в Ливане данный корабль продолжал службу в качестве патруля и демонстрации силы. Также использовался для обучения операторов беспилотников, которые я упоминал ранее. На самом деле, во время войны в Персидском заливе в 1990 году рассматривалась возможность боевого применения данного линкора в операции Desert Shield, но от нее отказались из-за высокой стоимости экипажа и устаревания систем. Годом позже, в 1991 году, официально выведен из активного состава флота, в 1999 исключен из списка военно-морских сил США, а в 2001 году открыт как музей в штате Нью-Джерси, собственно, где сейчас мы с вами и находимся. Здесь мы видим офис, совмещенный с каютой старшего помощника капитана, что было на самом деле очень удобно. Это позволяло быстро реагировать на события на корабле и координировать действия экипажа при чрезвычайных ситуациях. Здесь мы видим одно из первых поколений Apple Macintosh, пра-пра-пра современных маков. Это одна из столовых линкора, здесь их несколько. Так как корабль мог вместить до 2700 человек, то кухня и столовые были спроектированы как огромный непрерывно работающий комплекс. Места нужно было много, самая большая столовая обслуживала до 1500 человек за один прием пищи. Сейчас же мы направляемся к молитвенной комнате. Собственно, помолились, успокоили душу, поели, подумали о теле. Теперь пришла очередь мозга, поэтому заходим в библиотеку. Поработали над своим мозгом, переходим к мозгу боевого управления корабля, Combat Information Center, помещение боевой информационной рубки. Корейская война, слежение за береговыми батареями, Вьетнам, координация артобстрелов, 80-е годы, интеграция с ракетными системами Tomahawk и Гарпун. Очень понравилось то, что перископ оказался рабочим, и получилось посмотреть на высотки Филадельфии, и даже немножко заснять. Естественно, нужно все покрутить, все потрогать, куда же без этого. Здесь мы видим большой прожектор линкора, опять высотки Филадельфии, на которые мы только что смотрели с перископа, и 6 орудий 2 башен, про которые мы уже говорили неоднократно. Отсюда можно рассмотреть башни с орудиями немножко поближе, получше. Здесь по вращению можно заметить, что кто-то смотрит перископ, а сзади находится Fire Control Tower, радиолокационно-командный пост. Это один из 4 грибных винтов, который был установлен в качестве экспоната.
Здесь мы вернулись обратно в Филадельфию. Особо ничего не посмотрели, буквально всего лишь поели, потому что были уставшие после Атлантик-Сити, после музея Battleship Нью-Джерси. Да и вообще Филадельфия, скорее всего, заслуживает несколько отдельных видео, а это видео уже и так загружено фактами, поэтому просто покажу дорогу к железнодорожному вокзалу с какими-то минимальными комментариями. Слева находится отель Лоис, построен в 1932 году, первый небоскреб в стиле международного модернизма в США. Если присмотреться, то вдалеке видно Белую башню с фигурой человека в бок. Это городская ратуша. На ее вершине находится статуя Уильяма Пенна, основателя Пенсильвании. И когда-то, до 1908 года, это было самое высокое здание в мире. Справа находится отель Мариот, один из крупнейших и самых известных отелей города. Он напрямую соединен крытым переходом с Pennsylvania Convention Center, где проходят крупные мероприятия, выставки и конференции. Мы подходим ближе и ближе к городской ратуше. Впереди можно видеть остановку 13 Маркет-стрит, а это мое счастливое число, а значит я на правильном пути. Okay, now off we go. What's doing? Girl, what? Oh wait, what the heck happened? Oh my god. Let's keep it going. That was so cool, actually. Bye. Hey, what? I know. Два одинаковых здания слева – это здание Commerce Square. Между прочим, их архитектор – это создатель пирамиды Лувра.